Всем привет! Меня зовут Катя, добро пожаловать на мой канал. Эта шляпа у меня для особых случаев. Можно сказать, приносит мне удачу. Сегодня особенное видео. Я очень рада, что наконец-то я сижу и делаю его для вас, потому что я очень долго готовилась к нему. Начала я готовиться к нему, наверное, с начала лета. Да, речь пойдет о том, что я наконец-то закончила создание своих гадальных карт, и я очень-очень рада. В этом видео я расскажу вам, как именно я их создавала. Надеюсь, что это видео подтолкнет многих из вас тоже на такой шаг сделать свою колоду, потому что это всегда очень интересный процесс, увлекательный, очень творческий. Карты находятся здесь. Вот они. Вот они, мои прекрасные карты. Покажу вам пока что только их заднюю часть. И начну свой долгий рассказ. Можете наливать себе кофе, чай, потому что будем много общаться. Откуда у меня появилась идея создать свои гадальные карты? Как-то летом, в начале лета, если я не ошибаюсь, или в конце весны, возможно, я листала разные странички онлайн-магазинов типа eBay, Etsy и так далее, и наткнулась на разные красивые колоды карт. Просто шикарно. У меня до сих пор есть парочку в вкладках, и, возможно, когда-то я их приобрету. Я просто загорелась идеей наконец-то поменять свои вот эти маленькие карты, хотя их тоже люблю, они мне довольно много прослужили, и это как бы карты моего детства. Купила их, кстати, в России. И я очень давно хотела заменить, купить себе колоду побольше. Мне нравится ощущение, когда карты большие в руках, когда вот картинку можно разглядывать долго, потому что она не сильно маленькая, а как раз много чего можно в ней увидеть. И, в общем, я листаю страницы интернета, смотрю, какие есть там варианты, и у меня просто, если вы когда-то это делали, если вы когда-то смотрели в интернете, сколько всего там есть, вы, наверное, поймете мои ощущения. Просто не знаешь, на чем остановить взгляд, потому что все такое красивое, все такое интересное, охота каждую колоду рассмотреть. И более того, я заходила на YouTube, есть очень много разных обзоров каждой колоды. Люди постят, спасибо им большое за это, потому что это очень полезно, чтобы понять, нравится тебе эта колода или нет. И, в общем, я выбрала себе несколько колод и говорю Стэну, я хочу купить себе колоду. Показываю ему колоду, Стэн говорит, да, очень красиво, очень круто, но почему бы тебе не сделать свою колоду? И тут я так как бы задумалась и думаю, да, он прав. А что мне мешает сделать свою колоду? И тут я загорелась идеей. Я решила создать свою колоду. Но не карт Таро, а свою гадальную колоду, потому что я смогу создать свои значения. И, возможно, те карты, те значения, которых я всегда хотела видеть в своей колоде. Во-вторых, посмотреть, куда меня приведут мои мысли, куда меня приведет моя фантазия и насколько глубоко я уйду в этот процесс. Мне также понравилась идея создать карты, у которых не будет обратного значения, то есть значение перевернутой карты. Мне никогда не нравилось в картах Таро, что если карта выпадает перевернутой, то надо ее по-другому трактовать. Мне, если честно, даже в рунах это не нравится, поэтому я очень часто гадаю, не используя перевернутое положение. Также меня очень привлекла идея создать карты, которые будет очень легко понять, которые будут нести в себе разные ассоциативные знаки, символы. И меня очень привлекла идея не создавать никакого справочника, огромные книги, вот эти вот, я ненавижу просто
те томы, которые ставят вместе с колодой, когда ты ее покупаешь. На каждую карту надо читать по, минимум 10 страниц, чтобы узнать, что же она значит. Меня это всегда бесило, и, если честно, я очень редко, когда обращалась к этим книгам, я в основном доверяла интуиции. Это будет колода, у которой очень простые правила. То, что ты видишь, то это и значит. Да, я, конечно, написала на каждой карте какое-то мое главное значение, название этой карты, но не обязательно ориентироваться по нему. Если, например, карта значит «любовь», но ты не видишь там любовь, значит, это не любовь. Ну, все очень легко и просто. Я постепенно записывала темы карт. Я с самого начала не знала, сколько у меня будет в итоге. Так получилось, что сейчас у меня 58 карт. Но всегда можно прибавить. В этом и плюс ваших карт, что можно всегда распечатать какие-то лишние, если по ходу дела вы поймете, что вам нужно добавить кое-что, какое-то значение отсутствует очень важное для вас. И создав список карт, которые я хочу видеть у себя в колоде, я поставила себе цель. Как минимум раз в день, как минимум один рисунок заканчивать. Но, конечно же, я ленивая задница, и я не рисовала один рисунок в день, иначе бы я намного раньше закончила свои карты. Но у меня было так. Я могла, например, неделю ничего не нарисовать, а потом просто сесть и нарисовать сразу 3 карты. Могла рисовать каждый день по одной карте в течение, например, 3 дней. У меня по-разному. Все зависело от настроения и от музы, которая меня посещала или не посещала в тот или иной момент. Но кое-как я закончила. Получается, если я делала карты с июня, то да, довольно долго мне заняло это. Я думаю, если вы более трудолюбивый, то это будет гораздо быстрее. Кто забыл или кто не знает, это моя книга теней. Я, кстати, готовлю уже давно новое видео для вас. Обещаю, скоро оно будет. Знаю, что вы ждете. В общем, здесь я записала с самого начала все карты, которые я хочу видеть в своей колоде. Все значения, которые мне приходили в голову, которые я считаю важными для гадания, я записала сюда. И, получается, мои карты делятся на несколько, не знаю, правильно ли будет назвать их арканами, но назову лучше главами. В общем, первая глава определяет, какая именно это энергия, или женская, или мужская, или неясная. То есть женщина, мужчина или непонятно. Потом у меня есть карты, которые просто соглашаются или не соглашаются, или пустая карта, которая говорит о том, что ответа пока что еще нет. У меня есть стихии, а также каждой из стихий соответствует какое-то время года. Это дерево — весна, огонь — лето, земля — долгое лето или межсезонье, металл — осень, вода — зима. У меня есть множество событий, я так их назвала, это не совсем прям события, но это именно карта, определяющая, что именно происходит, какую-то ситуацию говорит. Например, это встреча или заработок, или победа, сон, любовные дела и так далее. Подробнее я вам все расскажу и покажу в следующем видео. У меня есть люди, которые окружают, например, это семья, друг, враг, неприятный человек и так далее. И также у меня есть карты, которые показывают конкретные места. Это дом, соседство. У меня есть место такое в фантазиях, фантазии человека. Но скажу, опять повторюсь, что не обязательно
если карта называется «семья», она будет значить, что надо ее трактовать как семья. Возможно, в тот именно момент я или кто-то другой, кто будет гадать по этим картам, увидит какое-то другое значение. Мне кажется, это относится к абсолютно любой колоде. Не обязательно следовать правилам, если карта значит, что что-то плохое случится, но вы разглядели в карте что-то другое. Это говорит о том, что надо всегда доверять своей интуиции в первую очередь. В общем, как видите, я здесь еще меняла кое-что, у меня это больше превратилось как черновик какой-то. И также я каждую карту, когда рисовала, я писала номер, чтобы не забыть, потому что название карты, например, это у меня женская энергия, название каждой карты я писала в самом-самом конце. Вначале у меня был рисунок, и просто карандашиком писала номер, и здесь уже потом ориентировалась, что это за карта. И также зачеркивала, видите, у меня здесь все зачеркнуто. Просто дело в том, что вот у меня вначале были все вот эти значения, все карты, которые я хотела видеть в своей колоде, но я их не делала по очереди. Например, я просто смотрела на этот список, и что я хотела в тот момент рисовать, то я и рисовала. Я не заставляла никогда себя браться за какое-то значение, если у меня не было настроения, и вам тоже не советую. Просто если не хотите рисовать, не хотите этим заниматься, не надо никогда себя заставлять и через силу, через себя делать это. В общем, так. Я вам показала, что у меня было. Мы вернемся еще к этому развороту на следующем видео. Сейчас пока закрываю. Дальше, когда у меня были уже темы расписаны, я более-менее знала, как это все будет, мы пошли в магазин Беротики выбирать бумагу. И я купила вначале вот один такой блокнот, потом у меня закончился, я купила еще один. Но правда у меня остались еще здесь листы. Самое главное это, чтобы бумага была толстой, чтобы это был картон. И чтобы цвет был такой нейтральный, белый. Хотя баланс белого можно будет потом поменять в программе, но все равно вам лучше будет, если это будет что-то такое более-менее нейтральное, чтобы не сильно холодные, не теплые какие-то листы. И плюс ко всему я выбирала, чтобы примерно была форма карты, как бы, ну не квадратная, я не хотела квадратные карты, такое что-то, что можно будет легко потом превратить в карту. И вот остановилась на таком блокноте, хотя все равно мои карты не получились такими вытянутыми, как стандартная колода Таро, но меня устраивает. Вы, конечно, можете уже посмотреть, что будет на рынке. И также обратите внимание, чтобы не было очень много не текстуры, чтобы бумага не была рельефная, или как это называется, чтобы не было на ней много разных ярко выделенных пупырышек, грубо говоря, потому что потом будет тяжелее обрабатывать рисунок, чтобы распечатался он хорошо, без разного мусора лишнего. И я вот в этом блокноте каждый день рисовала, каждый день, через день и так далее, я рисовала карты. Чем я рисовала карты? Я купила карандашик, очень тонкий, и чтобы было удобно держать его в руке, чтобы пальцы не болели, чтобы не точить его, чтобы можно было просто новый гриф вытаскивать и рисовать. Обязательно резинку, потому что стираю я часто, и чтобы было все аккуратнее. И купила черную такую ручку. И я обводила свои рисунки этой ручкой, чтобы просто потом в обработке это все было ярко,
красиво и видно сдалека. Дальше последний этап рисования. У меня было разукрашивание. У меня такие довольно простые карандашики. Хотелось бы, конечно, больше оттенков, особенно зеленого и коричневого. Это мои любимые цвета. Но уже как есть. Купили мы их на мой день рождения. И моя идея состояла в том, чтобы каждая карта имела максимум один цвет. Так что в будущем, например, когда я буду гадать, я смогу ориентироваться не просто по символике карты, по рисункам, которые там содержатся, а также смотреть по цвету, по настроению карты. Начала придумывать, как же будут выглядеть эти карты, примерно у себя в фантазиях представлять, что это будет. И, конечно же, я остановилась, это для начала, на рисунке. Но если вы захотите сделать какие-то гадальные карты, это не обязательно должен быть рисунок. Можно сделать гадальные карты, просто используя какие-то фразы, какие-то мини-рассказы, а можно просто использовать только цвета, да даже просто разные калякули, просто начертить то, куда рука ведет. Главное правило — это то, что вы будете видеть на карте, чтобы у вас вызывало какие-то ассоциации в голове. Вот. И я остановилась для начала на банальных рисуночках, которые у меня появлялись в голове, когда я думала на определенную тему, которую я себе отметила. Это самый легкий вариант, и решила я на каждую тему, которую я себе записала, рисовать просто все, что мне приходит в голову. И так получилось, что на моих картах не один предмет или одна какая-то ситуация, а множество разных. Когда был готов уже рисунок, я стирала резинкой лишний карандаш, и у меня была готовая карта. Когда я создала все карты, я вытащила их из блокнота аккуратненько, потому что здесь вот такой блокнот с колечками, листья можно легко вытащить. И обрезала верхушку. Наконец-то покажу вам сами картинки, которые получились. Это я, конечно, очень ценю, потому что останется как память. Здесь 59 карт, потому что у меня есть также задняя сторона карт. И, кстати, вот это единственная карта, которая не содержит других каких-то цветов, это только черно-белый и ничего больше лишнего. И дальше у меня уже идут карты по очереди. Я обзор полной колоды сделаю в следующем видео. Но покажу несколько из них. Это женская энергия и голубая карта, луна, мужская энергия, неясная энергия, сон, дорога, возрождение, закат, отдых, рождение нового. Так, давайте. Тут родственная душа, дом, новое место, партнер по делу. В общем, это, грубо говоря, сырой вариант карт, и карты такие, ну, конечно, на них тоже можно гадать, но это очень неудобно, и, скорее всего, я просто буду их использовать как какие-то временные украшения для вот этой стены, которая у меня здесь, с этой стороны.
Следующий этап был фотографирование. Лучше это делать при дневном свете. Поставила по очереди каждую фотографию на стол. Мне Стэн помог, сделал такую установку мне, и я по очереди щелкала, фоткала. Последний этап — это обработка в фотошопе. Я убирала лишние какие-то моменты. Стэн на меня немножко обиделся, что я не делала это все в иллюстраторе, но обещаю, что в следующий раз, когда я буду делать, а я уверена, что я буду делать еще, потому что мне процесс понравился, я буду делать это все в иллюстраторе. Сейчас я делала это все только в фотошопе. Я убирала все лишнее, лишний мусор, я добавляла контраста и убирала текстуру. Посмотрите, вот все мои карты. Сейчас финальный этап. Я готовлю нужный формат для того, чтобы мы пошли с Стэном и распечатали их. Надеюсь, все сегодня получится, и на днях у меня уже они будут в распечатанном виде. Я должна была выбрать примерно, какой у меня будет размер карты. Я вырезала примерно размеры, которые я представляю. Вот это 12 на 7, 7 на 11. Но, учитывая, какой у меня был размер блокнота, я могла остановиться на самом адекватном размере 11 на 8. И так и сделала. Каждую картинку я сделала 11 на 8, я сохранила в формате, который потребовала типография, это отдельная такая история. Я списывалась через email с типографиями. Я нашла нормальную, адекватную типографию, которая мне довольно недорого сделала. И сделала мои карты. Сделала я их матовыми, потому что я ненавижу глянец. Глянец — это не мое. Такие матовые приятные карты и обязательно с закругленным краем. Это тоже стоило дополнительных денег, правда небольших, но все равно. И сделали они мне карты за 2 суток. Наверное, у них там было много работы, не знаю. И я, в общем, довольна результатом. Я, если честно, горжусь собой, что я это сделала. Это так приятно, когда ты идешь в типографию и забираешь что-то свое, над чем ты так долго работала, и, не знаю, что-то, какой-то готовый продукт. Это такое чувство очень трудно описать. Я вам советую тоже что-то сделать, распечатать, не обязательно карты, может быть просто какая-то, не знаю, картинка, какой-то плакатик или стикеры. Несу я эти карты домой, это было пару дней назад, меня просто переполняло эмоциями, радостью, это что-то невероятное. Даже не верится, что это есть. То, что у меня получилось с распечатки. И это вот такая колода. Очень приятно, когда повторяется рисунок, и получилось довольно нежно. Карты приятные. Очень важно, чтобы вам было приятно держать карту. И вот так выглядят мои карты. Следующее видео будет довольно длинным, потому что буду вам рассказывать, что я чувствовала, рисовав каждую карту, что я вложила и что примерно значит каждая карта. Также попробуем впервые погадать на них. В итоге у меня получилось 58 карт. Самое интересное, что
мне по ходу, чтобы довести просто до количества, которое полностью заполнит их какие-то там листы в типографии, мне распечатали 60 карт. Они распечатали еще 2 дополнительные пустые карты. И я так удивилась вначале, думаю, у меня 2 дополнительные пустые карты. А сейчас думаю, наверное, это даже к лучшему, потому что я в эти 2 пустые карты смогу нарисовать какие-то еще карты, которые, может быть, мне не будет хватать, или напишу какие-то значения. В общем, это интересно, я думаю, это неспроста. И я этим воспользуюсь еще. Сразу же решила сделать чехол. Я сделала вот такой чехольчик. Покажу я вам его немножко позже поподробнее. Для этого видео все. Я не хочу делать супер длинное видео, но ждите следующее, где я подробнее опишу каждую карту. Это будет обзор моей колоды, и это будет интересно. Жду не дождусь. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.